Ночью Одесская область находилась под мощной комбинированной атакой. По региону били ударные беспилотники и ракеты. Основным объектом ударов стали элементы энергетической инфраструктуры. По оценкам местных властей, это одна из самых масштабных атак на энергосистему Одессы за весь период полномасштабной войны. В результате ударов выведены из строя до 20 подстанций, повреждены объекты магистральных сетей. Без электроснабжения остаются около 560 тысяч абонентов, до 70% жителей Одессы и области. В городе обесточены все тяговые подстанции, из-за чего трамвайное и троллейбусное движение временно остановлено. В большинстве районов Одессы отсутствует электричество, связь, интернет, фиксируются перебои с водой и теплоснабжением. Городские больницы переведены на работу от автономных источников питания, обеспечены резервами воды и топлива. В Одессе начинают разворачивать пункты поддержки для населения на время блэкаута. Повреждены жилые дома и административные здания, на местах ударов возникали пожары. По предварительным данным, есть раненые, их точное количество уточняется. Отдельно мониторинговые ресурсы сообщают, что этой ночью по Одессе впервые с начала полномасштабного вторжения применялись аэробаллистические ракеты «Кинжал». Напомним, ранее Россия нанесла удар по турецкому транспортному судну в порту Черноморска в Одесской области. По нему выпустили 2 ракеты комплекса «Искандер-М». Судном владеет турецкая паромная компания «Сенг Шиппинг Ро-Ро», занимающаяся перевозкой грузовиков и прицепов. После попадания судно загорелось. 1 человек получил ранение. Инцидент произошел вскоре после того, как Владимир Путин пригрозил расширить атаки по украинским портам и судам в ответ на удары по российским танкерам в Черном море. Он даже заявил, что Россия может отрезать Украину от моря. Удары совпали по времени с днем встречи Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал Москву и Киев ограничить атаки на порты и энергетическую инфраструктуру. Минувшая ночь оказалась неспокойной и на территории России. В Саратове беспилотник врезался в многоэтажный дом в Заводском районе. Погибли 2 человека, выгорело несколько квартир. По данным региональных властей, целью атаки могла быть промышленная зона, в том числе объекты нефтепереработки. Однако дрон по неизвестным причинам упал на жилой дом. Путин заставил ждать главу ядерной державы. Громкий и неловкий эпизод произошел на переговорах в Ашхабаде. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, представляющий ядерную державу, более 40 минут ожидал встречи с Путиным, пока тот в закрытом формате вел затянувшиеся переговоры с Эрдоганом. В какой-то момент терпение лопнуло. Шариф неожиданно зашел в зал и фактически присоединился к беседе 2 лидеров. Судя по кадрам, гостя оперативно усадили в кресло и напоили чаем, после чего он покинул помещение. Путин и Эрдоган остались наедине. Что именно обсуждали за закрытыми дверями? Вопрос открытый. Президент США Дональд Трамп выступил с идеей создания на Донбассе свободной экономической зоны. Фактически особой юрисдикции для ограниченного круга предпринимателей, которым предоставляется льготный налоговый режим. Подобная риторика хорошо знакома жителям региона еще с 1993 года, когда в Донецке была учреждена свободная экономическая зона, просуществовавшая до начала 2000-х. После первых удачных реформ и запуска экономического роста в Украине существование СЭЗ признали неэффективным и рискованным с точки зрения коррупции. Позже, в 2014 году, требование создать свободную экономическую зону на Донбассе выдвинули уже российские боевики из террористической организации «Донецкая Народная Республика». И вот теперь идею создания СЭЗ «Донбасс» неожиданно озвучивает Дональд Трамп. Так что мы многое сделали. 8 войн. Никто никогда не останавливал 8 войн. Осталась еще одна. Я думал, что самой простой будет страна, с которой вы довольно хорошо знакомы. Россия и Украина. Но даже там сейчас есть серьезный прогресс. Можете рассказать, как будет работать эта свободная экономическая зона в Донбассе и на территориях, которые Россия захватила силой? Я не хочу сейчас в это углубляться. Это очень сложная ситуация, но это может работать. И многие люди хотят, чтобы это сработало. Все, чего я хочу, это остановить гибель 25 тысяч человек в месяц. Европейский Союз на неопределенный срок заморозил российские активы в Европе. Ранее решения продлевали каждые полгода, теперь активы будут заблокированы до прекращения войны против Украины и выплаты компенсаций. Президент Совета ЕС Антонио Кошта заявил, что следующим шагом станет финансирование потребностей Украины в 2026-2027 годах. За счет доходов от этих активов ЕС планирует выделить Киеву репарационный кредит около 140 миллиардов евро, в том числе на вооружение. Средства вернут России только после окончания войны и возмещения убытков. Основная часть замороженных активов, около 190 миллиардов евро, размещена в Euroclear в Бельгии.
Москва уже пообещала подать иск к Евроклир в арбитражный суд Москвы из-за планов использовать эти деньги в интересах Украины. Дружественные Москве Венгрия и Словакия выступили против решения Евросоюза о бессрочной заморозке российских активов в ЕС. В публикации в Facebook в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал план незаконным и заявил, что Брюссель перейдет Рубикон, если проголосует за решение, которое нанесет Союзу непоправимый ущерб. С сегодняшнего дня в Европейском Союзе будет упразднено верховенство права, а европейские лидеры поставят себя выше правил. Европейская комиссия вместо того, чтобы следить за соблюдением соглашений ЕС, методично нарушает европейское законодательство. Она делает это для того, чтобы продолжать, казалось бы, бесконечную войну в Украине. И все это происходит средь бела дня, менее чем за неделю до заседания Европейского Совета, важнейшего органа ЕС, куда входят главы государств и правительств. Таким образом, в Европейском Союзе верховенство права будет заменено бюрократами, то есть установится диктатура Брюсселя. Венгрия протестует против этого решения и делает все возможное, чтобы восстановить правовой порядок. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил официальное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, заявив, что не может поддержать финансирование украинских военных расходов. Я хочу однозначно заявить, на ближайшем заседании Европейского совета я не смогу поддержать ни одно решение по финансовым потребностям Украины, если оно включает покрытие ее военных расходов на ближайшие годы. Я не ищу оправданий, ни финансовых, ни юридических. Я не оправдываюсь рисками, связанными с использованием замороженных российских активов, и не ссылаюсь на тяжелую финансовую ситуацию Словакии, которая не позволяет нам участвовать в планах Еврокомиссии по финансированию украинских военных расходов. Моя последовательная политика мира не позволяет мне голосовать за продление военного конфликта, потому что выделение десятков миллиардов евро на военные нужды — это продление войны. Не говоря уже о том, что использование замороженных российских активов может напрямую подорвать мирные усилия США, которые прямо рассчитывают на использование этих средств для восстановления Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился в Лондоне с главой правительства Бельгии Бартом де Вевером. Встреча прошла на фоне заявлений председателя саммитов ЕС Антонио Кошты о том, что Союз уже близок к решению по финансированию Украины на ближайшие 2 года. Связи между нашими двумя странами невероятно крепкие и на уровне людей, и в торговле, и в экономике, и в решении множества общих задач. Добро пожаловать! Для меня огромная честь и удовольствие принимать вас здесь как гостя, и я с нетерпением жду наших переговоров сегодня днем. Есть и насущный вопрос. Как мы можем поддержать Украину? На уровне Европейского Союза на следующей неделе предстоят важные решения. Но я понимаю, что мы вместе с Великобританией будем действовать так, чтобы обеспечить уверенность в том, что мы сможем поддерживать Украину как свободную, демократическую и суверенную страну. Европейский Союз еще 23 октября пообещал поддерживать Киев, и теперь лидеры готовятся утвердить механизм финансирования на саммите ЕС 18 декабря. Главным вариантом остается использование около 210 миллиардов евро российских замороженных активов. Но проект сталкивается с трудностями. Бельгия, где находится большая часть этих средств, требует гарантий от других стран ЕС, если Москва подаст на нее в суд. Переговоры о таких гарантиях продолжаются и выйдут на ключевой этап на ближайшем заседании Европейского совета. Министр обороны США Пит Гексет отстранил командующего армией Дэна Дрисколла от участия в мирных переговорах о завершении войны России против Украины. Ранее Дрисколл представил президенту Украины Владимиру Зеленскому 28-пунктный мирный план США и должен был вернуться в Киев через 2 недели, но визит отменили. Сорвалось и его участие во встрече Макрона и Зеленского. По данным The Telegraph, в Пентагоне сочли, что Дрисколл проявил чрезмерную самостоятельность и превысил полномочия. При этом он остается одним из главных претендентов на замену Гексета во главе Пентагона. Европейские дипломаты утверждают, что генерал не был заинтересован в компромиссах, выгодных Украине, а в США его относят к лагерю МАГА, связанному с вице-президентом Джей Ди Венсом. Ранее Дрисколл предупреждал о росте ракетных запасов России, используя это как аргумент в пользу мирного плана, невыгодного Киеву. Аргентинская футбольная легенда Лионель Месси прибыл в индийскую Калькутту, где торжественно открыл 20-метровую статую в свою честь. Монумент установлен рядом с крупной копией лондонского Биг Бена и стал центральным событием его индийского тура. На церемонии собрались тысячи болельщиков с флагами Аргентины, а сам Месси прибыл вместе с одноклубниками по Интер Майами, уругвайским форвардом Луисом Суаресом и аргентинцем Родриго де Полем. Во время открытия Месси нажал кнопку.
После чего с монумента сорвали покрывало, и под аплодисменты толпы открылась гигантская статуя футболиста. Спасибо за это признание. Для меня большая честь провести сегодня эту инаугурацию, потому что я очень рад поддержке, которую жители Калькутты оказывают сборной Аргентины, и мне лично, и я чувствую себя здесь прекрасно», — сказал Месси, обращаясь к собравшимся. Отдельным моментом вечера стала встреча Месси с индийской кинозвездой, болливудским актером Шахрухом Ханом. Они поприветствовали друг друга и позировали для совместных фотографий, став предметом особого восторга публики. В рамках индийского турне Месси также планирует участие в концертах, проведет молодежные футбольные тренировки, турнир по паделу и запустит несколько благотворительных инициатив на мероприятиях в Калькутте, Хайдарабаде, Мумбаи и Нью-Дели. Демократы в Конгрессе США опубликовали новые фото из поместья Джеффри Эпштейна. Среди них 3 снимка с участием нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. На одной из фотографий Трамп улыбается вместе с женщинами, чьи лица скрыты. На другой он стоит рядом с Эпштейном, а третья, менее четкая, показывает его сидящим с ослабленным галстуком рядом с женщиной. Когда и где были сделаны кадры, неизвестно. Также в опубликованных фото фигурирует бывший президент Билл Клинтон, экс-помощник Трампа Стив Беннон, основатель Microsoft Билл Гейтс и бывший министр финансов Ларри Саммерс. Среди снимков оказались фото интимных игрушек и средства контрацепции с надписью «I'm Hurge» и изображением Трампа. Демократы отмечают, что тысячи фотографий еще не опубликованы и содержат изображения богатых и влиятельных людей, женщин и объектов недвижимости Эпштейна. Лица женщин скрыты для защиты жертв. Выход этих материалов совпадает с подготовкой Министерства юстиции к публикации официальных файлов Эпштейна 19 декабря. Сам Трамп заявляет, что разорвал связи с Эпштейном до его осуждения и не знал о его преступлениях. Британский король крайне редко обращается к нации и миру. Однако на этот раз он записал, пожалуй, свою самую необычную и трогательную речь к началу рождественских праздников. Его Величество призвал британцев и людей по всему миру заботиться о своем здоровье и проходить раннюю диагностику рака, чтобы сохранить и продлить жизнь. До Чарльза III ни один британский монарх еще не поднимал столь личные и интимные темы публично. Я знаю по собственному опыту, что диагноз «рак» может быть ошеломляющим. Но я также знаю, что ранняя диагностика — это ключ, который может изменить ход лечения, дать бесценное время врачам и их пациентам. Ценный дар — надежду. Это тот самый дар, который мы все можем получить сами. Фактически, сегодня я могу поделиться с вами хорошей новостью. Благодаря ранней диагностике, эффективному лечению и строгому соблюдению предписаний врачей, мой график лечения рака может быть сокращен в новом году. Этот этап — как личное благословение, так и свидетельство выдающихся достижений, достигнутых в онкологической помощи за последние годы. Свидетельство, которое, я надеюсь, может ободрить ту половину человечества, у кого когда-либо будет диагностировано это заболевание. Но слишком часто мне говорят, что люди избегают скрининга, потому что считают его пугающим, стыдным или неудобным, даже когда они все же приходят на обследование. Но, в конце концов, они рады, что это сделали. Несколько минут небольшого неудобства — это малая цена за уверенность, которую получают большинство людей, когда им либо сообщают, что дальнейшие обследования не нужны, либо предоставляют шанс на раннее выявление с последующей спасительной помощью. Поэтому я искренне благодарен врачам, медсестрам, ученым и работникам благотворительных организаций, участвующих в программах диагностики и лечения рака. И мои особые пожелания тем, о ком эти люди так самоотверженно заботятся.